Дерево, видать, только недавно упало в воду. Тополь. Это одни из любимых мест крупной рыбы. Карпа, амура, линь, карась. Да, вся рыба практически в таких местах любит кормиться. Здесь, пожалуй, остановлюсь. Подготовлю снасти и приступим к рыбалке. Всем привет, друзья! Сегодня будем с вами ловить крупную рыбу. И, как обычно, с лодки. И, как всегда, практически на боковой кивок. Взял две удочки с собой сегодня. Cold Dragon. Уже, наверное, всем надоела эта удочка. Постоянно на нее рыбачу. И взял Феникс. Посерьезней палочка. Тест 220 грамм. Но и вес побольше. Грамм на 150, наверное, на 200 тяжелее Cold Dragon. Оснастка похожая. Курковая катушка. Шнур у меня здесь стоит 0,36. Я еще не успел поменять на 0,41. А надо было бы. И на Cold Dragon, и на Фениксе у меня стоят боковые кивки из Лавсана. Но смотрите, что я на Фениксе сделал. Как я хочу ловить рыбу. На попапы. Вот такая оснастка. Не знаю, будет кто-то клевать на эти попапы или нет. Вот сегодня и проверим, проэкспериментируем. Взял с собой несколько видов попапчиков. Вот такой он цветом. А запах, похоже, ваниль, печенье. Такой приятный запах. Вот на этот попапчик попробую. Обязательно. Если увижу ройки. И вафтерсы. Кисла груша. Все, будем пробовать. Не знаю, но начну я вот на такие попапы. Ну и также буду пробовать на всем привычную оснастку. Насадкой у меня будет кукуруза. Кукуруза с запахом меда. Уже проверенная. И на этом водоеме тоже рыбачил не раз. Взял с собой также и вареный горох. Взял с собой опарыша. Специально для амура купил кукурузу. Она с запахом молочка тростника, если я не ошибаюсь. Вот такая вот желтая цветом. Запах просто обалденный. Напоминает запах мне сгущенное молоко. Ну да, что-то есть похожее. Водоем практически этот заросший кувшинкой. Есть и закоряженные места. Буду пробовать и в кувшинках, и под корягами, и там, где русло, где нет кувшинок. Есть такие тоже места. Искать рыбу буду по ройкам, как обычно. Ничего закармливать не буду. Прикормку с собой не брал. Сентябрь месяц. Посмотрим, как будет клевать рыбка. Но хоть у нас сейчас и сентябрь месяц начался, но у нас потеплело. Ночью 16-15, днем до 28 обещают температуру. Поэтому для нас осень, а для рыбы еще продолжается лето. Распакую Cold Dragon. Значит, для ловли с лодки лучше использовать удочки до 6 метров. 5,7 метра Cold Dragon. Вот то, что нужно. Даже можно и короче использовать. 5 метров, 5,5. Такие удочки, как Тика Премьера, они там вообще идут, по-моему, 4,8 метра. Потому что если вы будете использовать длинное удилище, вам будет неудобно вываживать рыбу. И тем более с лодки длинная удочка абсолютно не нужна. Одним словом, 5 метров хватит вам с головой. А вот для ловли с берега, да, там уже нужны удочки
подлиннее. 6,5-7 метров. При ловле на боковой кивок большую роль играет вес удочки, так как вы будете, грубо говоря, полдня ее держать в руках, постоянно на весу. И будет уставать рука у вас. Поэтому при покупке удочки обращайте на ее вес и на ее тест. Чем легче удочка и чем больше у нее тест, тем она будет, естественно, дороже. У этой удочки тест у Cold Dragon 160 грамм. Это хватает вот так вот с головой для ловли рыбы даже 10 плюс килограмм. У Феникса, если тест 220 грамм, то там можно доставать рыбины по 20 килограмм без проблем. Я в прошлом году рыбачил на Феникс, есть даже видео. Доставал карпа на 6 килограмм за 1 минуту. Я его просто поднял, подтащил к лодке, загнал в подсак и все. При том, что это все происходило в зарослях кувшинки. Кстати, по поводу шнуров. Ставьте шнуры потолще, не бойтесь. Рыба шнура точно не боится. Если вы рыбачите вот в таких зарослях, то можете по поводу этого вообще не переживать. На чистых участках водоема, там где нет зарослей и прозрачная вода, такой шнур, конечно же, рыбу настораживает. Толстый, большого диаметра. В кувшинках, в корягах та рыбу вообще никак не беспокоит. Ну и за мормышки я уже неоднократно говорил в своих видео. Используйте крючки из толстой проволоки с острой заточкой любой хорошей фирмы. Я использую в основном крючки фирмы Gamakatsu, Hayabusa, Apex, Ovner. Да и все вроде бы. Снасть готова. Плывем, ищем ройки. Сначала пробуем на привычную уже для всех наживку, на кукурузу. Если роек будет очень много, то буду пробовать и на попапы. Проэкспериментирую, сработает такая снасть или нет. Начну в этот раз с конца водоема, там где он заканчивается. Там прямо уже дамба, а за дамбой, за деревьями, за теми, там начинается другой водоем огромный, где тоже есть рыба крупная. Но так как сегодня ветер, я приехал порыбачить именно на этот водоем. Небольшой, где кувшинка, где ветер не будет мешать мне ловить рыбу. Хочу начать вот с этих закоряженных мест. Вот передо мной коряги. Глубина около метра. И сюда ночью заходит крупная рыба. И она здесь до сих пор есть. Вот какая красота. В таких закоряженных местах вот только на такие снасти и нужно рыбачить. С другими снастями при поклевке крупной рыбы вы ее просто-напросто не достанете. А на вот такую удочку еще есть шанс ее вытянуть с этих корях. Уже появляется солнышко. Но сегодня вроде бы как обещают вообще ясную погоду, солнечную. Поэтому времени у нас часа 3. Пока не стало жарко. Ну вот посмотрите, сколько здесь роек. Все в белых пузырях. Он просто тут бороздил по дну. Не знаю кто, конечно. Но скорее всего, что амур. А почему амур? О, видали, прыгнула. Вот, тут возле куста. А почему амур? Потому что вот прямо я вижу, повсплывала кувшинка, корни кувшинки. Это так делает амур. Вижу где-то метрах в 10 большие пузыри возле корях.
плыву очень-очень медленно. Получится у меня доплыть туда незамеченным. Не знаю. Рыбка на небольших глубинах, она очень осторожная. Ну вот как я и думал, спугнул, все-таки чуть-чуть проплыл. А он стоял вот тут, возле лодки, он пузыри появляются. Ух ты! Ого! Ого! Его поднять не могу, а надо. Ну. В корчи лезет. Ну вот и поклевочка. Все, запутал за корчи. Все, зацепил за корягу. И все. Да ничего себе. Тянет. Что делать, не знаю теперь. Ройка вообще маленькая была, думал, линь. Надо подплывать туда и пробовать его в подсак занять. Да, он там зацепился конкретно. Вроде бы карп. Небольшой. Сейчас подплыву. Еще сидит. Так. Ну тут, ребята, один вариант. Брать за шнур. И все. Я вариантов других не вижу. О. Взял за шнур. Сейчас посмотрим. Может получится распутать тут его как-то. Он уже подустал. Он небольшой, я вам скажу. Стоит сверху. Ну как небольшой. Стой. Сейчас я его. Ай, тут коряга такая, что просто. О, вот он есть. Вот он стоит. О, вот это мне повезло. Повезло страшно. Фу. Так, сейчас попробую распутать тут все. Не пойму, где он тут запутался. О, все. Сейчас туда где-нибудь к коряге привяжу его. Карпика. Так, показываю вам его быстро. И
за нижнюю губу как-то зацепился. У меня такое редко бывает. Сейчас, красавцы этого. Смотрите. Самец. Сразу видно. Вытянутый. Красавчик. Ну, сколько? Как думаете? По ощущениям килограмм 5. Какой змей. Дракон. Так, все, не мучаю его. Ложу в мешок. И плывем дальше, пробуем. Поймал его на кукурузу. Роек мало. И такие они какие-то небольшие. Заплыл в этих корягах, плавал. Вроде бы как видно, как кувшинка туда-сюда ходит. Сразу понятно, что там есть рыба. Карп или амур. А вот чтобы вот таких прям больших роек нету. Увидел небольшую ройку, думал линь. Ну, думаю, опущу. На этом водоеме даже линь на кукурузу ловится. Опустил и сразу клевочек кверху. Клац. Есть. Сейчас, дорогой, мы тебя в мешок. Сейчас к этой вот торчащей палке и приложим. Ну что, крепкая? Да, крепкая. Никуда он не денется. Опа. Чуть подальше отплывем от корчей, чтобы не порвал мне мешок. Как зацепится за корчи. И все тогда. И мы его попозже обязательно взвесим. Кстати, подсак себе купил другой. Ну, как у всех, скажем так. Но взял пока с собой старый. Тот новый подсак у меня, он и легкий. И не тонет, если в воду падает. А этот и тонет, и тяжелый. Но уже он там уже начинает ломаться. Решил этот подсак добить уже. Сломать полностью. Потом буду брать другой. Мне просто нравится то, что он складывается компактно. Я его в чехол с лодкой забросил и все. Поплаваю еще немного с кукурузой. А потом с вами попробуем порыбачить на пупапы. Увидел опять я маленькую ройку, друзья. И пробую опускать. Может опять карп. Глубина, да, 50 сантиметров, я думал. Нет, ну есть места, где 1 метр глубина, но в среднем полметра глубины. Пока по этим корчам проплывешь, всю рыбу распугиваешь. Много корчей, которые под водой, их не видно, цепляешься днищем за эти коряги, и рыба сразу уплывает. После того, как достал карпа, плаваю вот так вот по кругу, вокруг этих корчей. Вижу ройки, совсем маленькие, наверное, это линь. Большой рыбы пока не вижу. Поэтому я, наверное, перемещусь вот на основной водоем туда, поплыву в кувшинке, проплывусь там, поплаваю, посмотрю. Может там где-то есть ройки. А потом снова сюда приплыву где-то через час. О, поклёв. Какой шикарный линь. Ой.
Сейчас мы его достанем. О, смотрите какой. Ну, килошка точно. Может даже больше. Вот это линяра. На парша. Роется, пузырьки небольшие. Перешел. Сейчас мы его будем уговаривать. Бросаю его не в ройку, а перед ройкой. Есть! О, еще один. Еще один линь. Зацепился за кувшинку. Сейчас подплывем мы к нему. Мы не гордые. Вот так. Где он там? Во. Смотрите какой. Линяра. Ну, этот поменьше. Грамм может 700-800. Но тоже красавчик. Сейчас попробуем с вами порыбачить на пупапчик. Может, амур клюнет. Если буду опускать в ройки, там в 3-5 роек опущу, поклевок не будет, то перейду обратно на кукурузу, потому что ну, не на всех водоемах рыба будет ловиться на такую насадку. Крючок карповый, здоровенный, мормышка, не крючок, а мормышка. Там он рыбачок еще один плавает вдалеке на боковой кивок и поставил кружки. Но пока я не видел, чтобы он что-то поймал. Так, где же большие ройки? О. Вижу. А ну-ка. На пупап клюнешь? Вот то, что крючок голый, это будет очень много зацепов, мне так кажется. Так. Не, надо искать серьезную ройку, это не дело. Это я только потрачу зря время. Ну, что-то увидел наподобие ройки амура. Сейчас опустим. Посмотрим, как он отреагирует на такую наживку. О, есть, цепляет плавниками. Цепляет плавничками. Ну а клюнуть не хочешь. И пузырьки воздуха больше не появляются. Куда-то переплыл. Ой, какая ройка, смотрите. Роется. Похоже на линя. Роется. Цепляет плавниками. Уже вторая ройка такая. Зацепил плавниками, проплыл дальше и все. А поклевки нету. Стою. Прыгнул. Стою в кувшинках недалеко от берега. Глубина около метра. И роек амура. А может и карпа, непонятно. Просто везде по кругу. Ройки быстрые, перемещается очень быстро. И не клюет. Попускаю еще в пару роек. Пупап. Если поклевок не будет, то перейду на кукурузу. Ничего не получается у меня на пупапы. Достану сейчас Cold Dragon и попробую нацепить опарыша и 2 кукурузки на крючок. Может, на такую насадку клюнет амур. Но на пупапы вообще. Только 3 или 4 я опускал. Проплывает мимо.
и не обращает внимания. Наверное, он здесь не привыкший к такой насадке. Не привык. Кстати, на опарыша с кукурузой я поймал своего первого амура. На такую насадку. Во какая штука получилась. Все, пробуем. Ищем руйки. Может, на такую получится насадку поймать амура. Линь на кукурузу. Ой. Думал, карп. Опа. Сейчас покажу вам этого бойца, любителя кукурузы. Ого. Грамм 600, может 800. Такой. Ай, плыви. Ой, какая руйка красивая. Наверное, крупная рыба. Сейчас проверим. Ага. Пошел дальше. Вот про что я вам говорил. Только опустил, он развернулся и в другой стороне роется. Но это уже не линь. Это уже какая-то серьезная рыба. Ух, была поклевка. Фух. Смотрите, сразу пошли жмуряки. Наверное, опоздал с подсечкой. В последнее время, когда выкладываю видео, когда монтирую видео, я поклевки стараюсь приближать, чтобы вам было виднее. Надеюсь, и в этот раз вам было видно поклевку. Только опустил, кивочек чуть-чуть пошел вниз и потом вот так вот выровнялся, приподнялся. Без вот этих вот дерганий. Это была хорошая крупная рыба. Либо карп, либо амур. Неизвестно, но кто-то из них. Точно не линь. У линя поклевка вот такая вот. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Дерганая. Кивок дергается. Так, поищем еще руйки. Поклевка. Линь. Опять линь на кукурузу. На кукурузу. Где ты там? Опа. Он такой небольшой. Плыви. Насаживаю и опарыша, и 2 кукурузины. Надеюсь, что клюнет крупная рыба. А клюют одни линии. Ройки просто замечательные. А поклевок нету. Пускаю прям в ройку. И он уплывает. Не обращает внимания. Вот, перешел чуть дальше. Туда-сюда плавает. Что ж тебе надо, а? Негодяй. Ветерок подул. Вообще замечательно.
Плаваю по кругу, по всему водоему. Уже, наверное, 4 круга точно сделал. И ройки есть, и всякие разные. И линь, и карп, и амурная она роется. А клевать не хочет. Все насадки поперепробовал, какие у меня есть. И горох, и кукуруза, и бутерброды делал с опарышей кукурузы. И на пупапы пробовал. Абсолютно. 0 поклевок. Пока еще было прохладно, с самого утра клев был. А сейчас ни в какую. Проплыву еще раз по водоему. Попадутся, не попадутся ройки. Попробую на кукурузу с опарышами. Я сейчас рыбачу. Поопускаю. Может еще с полчасика. И буду выплывать на берег. Приплыл к корягам. Какие-то есть ройки небольшие возле коряг. Сейчас попробую опустить. Не совсем уверен, что это та рыба, которая нам надо. Но мало ли. Так. Не хочет. Пустил, роется дальше, но не клюет. Смотрите, утка охраняет мой мешок с рыбой. Молодец. Положил карпа в пакет, сейчас взвесим. Поднимаем. Ого, я не ожидал, друзья. 6,5 килограмм. Ноги позатекали. Колени болят. Фу, ну вот это я сегодня наплавался. Ну что могу вам сказать. Сегодня рыбалка была очень тяжелая. Думал, разловлю снасть с пупапчиком. Думал, поймаю амура. Но так ничего у меня и не получилось. Ставьте, друзья, обязательно лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Пишите комментарии, спрашивайте, всем отвечу. Встретимся на следующих рыбалках. Всем пока.